Всем привет! Заявленной защиты от влаги Poco F6 Pro нет, поэтому топить его нельзя, идем топить. Ну что, это будет очень печально, если я утоплю терабайтник, но будем надеяться, что этого не произойдет. Это Poco F6 Pro. Повторяю, что самое интересное, у F6 заявленной есть хоть какая-то защита от влаги, здесь нет. Притом здесь нет мини-джека. И я не совсем понимаю, почему нет защиты от влаги, но смотрите, Type-C-шник получается еще не залит. И, разумеется, так делать нельзя, но это к тому, что если вы вдруг уроните смартфон в воду, чаще всего нормальные бренды, именитые, они там какой-нибудь третий эшелон, будут выживать. У меня погибал только ZTE, у него была IP67, но он, по сути, на наружный вывод влаги. Это когда у него влага легко в него попадает, а из него не выходит неделями. Вот так примерно будет снимать Poco F6 Pro в бассейне, так делать ни в коем случае нельзя. Сенсор, кстати, работает. И смотрим. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Poco F6 Pro. Что это такое, с чем это едят и почему на него стоит обратить внимание. Для начала, чтобы вы знали структуру ролика. Сначала вы узнаете о результатах тестов, все характеристики, потом я сравню его, получается, с тремя смартфонами. Это Samsung S24 Plus, Xiaomi 14 Lite. И еще сравню, разумеется, с Realme GT Neo 6 SE. По видео и фотосъемке по минимуму. Исходники фотографий с этого смартфона вы сможете скачать с моей личной телеги. Почему вам этот смарт должен быть интересен? Помимо того, что презентация была только что, посмотрите в записи, мы обсуждали этот смартфон. И еще помимо этого Poco F6 на основном канале. Он может снимать максимум 8К 24 FPS, разумеется, на основной модуль сможет снимать в 4К 60 FPS, 1080p 60 FPS у него возможности фронталки по съемке максимальные. Если говорить про экран, 500 с лишним PPI плотность пикселей, 520. 120 Гц, притом в играх он эту герцовку держит, пусть и греется. Помимо этого у него металлическая рамка, и это придает все-таки какой-то как минимум увесистости в плане понимания, что это не среднебюджетник обычный. Хотя, опять же, у нас Samsung A55 был тоже с металлической рамкой. Если говорить о его каких-то особых портах, мини-джека нет, инфракрасный есть, все бенды на борту, русский язык на борту, Google сервисы тоже на борту. По процессору уже максимально допиленный и разогнанный Snapdragon 8 Gen 2. И я вам скажу относительно его собрата, который я гонял 4 месяца назад, это был K70 от Redmi. Здесь все дооптимизировано по полной программе. Достаточно посмотреть на результаты тестов PC марки. Я напоминаю, что я делаю стандартно, ввожу смартфон в состояние прогонки в программе, и эта программа одинаково всех гоняет по одному и тому же лекалу. Можете посмотреть, дело очень достойное. Почему? Потому что если антутовские тесты, они постоянно меняются, я могу вам сказать, 1,5 миллиона баллов в антуту, они поменяют антуту, эти что-то поменяют в прошивке, и он выдаст там, допустим, 1 700 000. То в PC-марке по автономности все очень хорошо. Очень хорошо в играх, и в целом девайс максимально достойный, но всегда есть но. Об этом, разумеется, вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в черной коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели желтый с черным. Упаковано все хорошо. В комплекте у нас сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, черный силиконовый чехол, адаптер питания на бодрых 120 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C и ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, сюда поместить нельзя. Габариты смартфона 160 на 75 на 11,5 мм, а без блока камер всего 8,5 мм. Вес 210 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Обычно это Poco X6 Pro. К слову, Poco F6 Pro я тоже разыгрываю. Условия можете посмотреть в записи стрима презентации Poco F6 Pro F6 по ссылке в описании на канале. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше одного из смартфонов, необходимо просто подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий осмысленный больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и все, вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же непосредственно к смарту. Начнем. Многие уже знают, что это глобальная версия Redmi K70, но с небольшими изменениями. На Redmi у меня, кстати, уже был обзор на канале, кому интересно посмотреть. К слову, аналог Poco F6 это Redmi Turbo 3. Обзор у меня уже был на канале, как прожарка на другом канале, как и
обзор одним кадром. Кому интересен F6, можете посмотреть. F6 Pro же поставляется в белой и черной расцветке. Дизайн смартфона такой же, как и у K70. Тыльная часть выполнена из стекла под мрамор, а рамки алюминиевые. Защита от влаги, пыли не заявлена, за что минус. Притом она заявлена у F6. Это прям вообще вопрос дня. Я, разумеется, его топил, с ним, разумеется, ничего не произошло, но это странные дела. На этом я не думал, что они будут экономить. По эргономике все хорошо, в руке смартфон лежит удобно, пользоваться одной рукой довольно комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. И, к слову, я его проверял на автономность, во-первых, а во-вторых, проверил на как раз USB версии 2.0. При автономности 3 часа 53 минуты он смог снимать в 4К 60 FPS, при этом файл потом весил 102 гигабайта и скидывался на компьютер он у меня по этому волшебному USB 2.0 43 минуты. Ну и смотрите, еще пока не забыл, MSL подключение не поддерживается, по кабелю Smart не подключить к телевизору. У меня, во всяком случае, не получилось, можете написать, может быть, получилось у вас. Есть микрофоны и стереодинамики. Для персонализации звука в настройках есть предустановки для разных сценариев использования, плюс здесь помимо этого еще есть, разумеется, кастомный эквалайзер, вибромотор настраивается, но по минимуму относительно каких-нибудь там OnePlus'ов. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, но далеко не топ, и по ощущениям мне не хватает его силы. Мне кажется, что он слабенький для таких размеров устройства. ИК-порт в наличии, мини-джека нет. Переходим к экрану. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и отличным разрешением в 3200 на 1440 пикселей. Матрица у экрана абсолютно плоская, рамки симметричные. Это удобно. Плотность пикселей 526 ppi, за что плюс, как и за то, что экран поддерживает HDR10+, и Dolby Vision. 12 бит он выдает, полный охват DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1, яркость заявленная 700 нит, максималка 1200 и пиковая 4000 нит при режиме автояркости, опять же в HDR. Максимальная герцовка 120 Гц, 144 здесь нету. Пиковая яркость по моим замерам 1600 люксов, и на 100% яркости 700-800 люксов он выдает, без всякого режима Sunlight. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране. Если говорить еще про экран, то шим здесь не космический, показатели шима поднимаются, конечно, выше 30%, но тем прибором, которым я обычно использую, они у всего поднимаются выше 30% при минимальной яркости. Посмотрите, сравните, если не хотите себя расстраивать, смотрите только на показатели Радекса. Частота регулировки шима 3840 Гц, мультитач на борту, спокойненько откликается экран на 10 касаний одновременно, полноценный Always On дисплей в наличии, не урезанный, что очень хорошо. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Притом сканер отпечатков пальцев работает хорошо, моментально завести можно до 5 отпечатков пальцев, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лица срабатывает под углом тоже, можно зарегистрировать до 2 лиц. Процессор здесь Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm'овский с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,2 ГГц. По заявлению многих он а-ля разогнанный, но я разогнанности здесь не видел. Графический процессор с стандартным обвесом Adreno 740, интерфейс HyperOS 14 Android. Русский язык, разумеется, на борту, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей, все бенды, но eSIM здесь не заявлено. Bluetooth версии 5.3, GPS-тест показывает точность 3 метра, достаточно быстро он работает, NFC поддерживается, MirPay встает без проблем. Датчик приближения у меня работал без нареканий, что радует. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи, разумеется, отсутствует, потому что это глобальная версия. Это Poco, он предназначен для глобала. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон я гонял специально 2 раза. Первый раз я гонял его с максимальной яркостью, максимальной герцовкой принудительной. 7 часов 53 минуты он показал. И чтобы вы понимали, как можно химичить, включил я автояркость и автогерцовку, и он уже показал в PC-марке 10 часов 47 минут. В Work Performance он выдал ожидаемые 15256 баллов. Poco F6 Pro поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки здесь нет. И это прям еще один, по мне, в
каком-то смысле эпичный фейл. По зарядке я гоняю его уже больше недели, но все равно по мне недостаточно для того, чтобы ее полностью разогреть. В включенном состоянии он заряжается у нас по родному кабелю и блока питания. Напоминаю, что если у вас есть определенные смартфоны, допустим, OnePlus, им, чтобы быстро заряжаться, нужно Power Delivery, разные протоколы зарядки. Нельзя надеяться, что вы возьмете другую зарядку, не родную от смарта, и даже в некоторых смартфонах и кабельное хозяйство чипованное, и получите те же результаты. Не теряйте зарядку, либо берите того же производителя. Так вот, если брать зарядку, 20 минут он показывает 60%, за 18 минут 80%, и за 26 он зарядился у меня на 100%, это когда он был включенный. В выключенном состоянии он заряжается уже за 12 минут на 50%, за 20 на 80% и за 29 на 100%, то есть 3 минуты дольше ему понадобилось. Не забываем, что нужно включать быструю зарядку, и эта быстрая зарядка, разумеется, будет плохо влиять на аккумулятор, о чем вам будет предупреждать производитель. За час просмотра видео на YouTube в среднем уходит 5-6% заряда, в играх у меня уходит интересно. Почему? Потому что 20% примерно уходит в PUBG New State, но это была у меня включена автогерцовка. И примерно 26 у меня уходило в Genshin Impact. Genshin Impact он 60 FPS держал и в PUBG New State. Единственное, он грелся до 40 градусов, но это уже другая история, во-первых. Во-вторых, я хочу отметить, что смартфон вел себя хорошо, но как он реально себя ведет в играх, я бы советовал вам прийти посмотреть мою прожарку, которая будет относительно выгрузки обзора через 2 часа. Я несколько часов буду его гонять, разряжать в нули в разных играх. Будете смотреть, как они смогли максимально оптимизированный уже процессор оптимизировать под глобальную версию смартфона своего. Перейдем к тестам. В Geekbench 6 в сингл-коре 1420, в мультикоре 5181, в GPU-скоре 7745. В Antutu он выдал результат в 1 546 000 попугаев. Storage-тест показал 146 000. Стресс-тест в течение 1 часа смартфон прошел, результаты вы видите на экране. Poco F6 Pro оснащен основным сенсором на 50 мегапикселей с оптостабом, сверхширокоугольным сенсором на 8 мегапикселей и макросенсором на 2 мегапикселя. По поводу камер, смотрите, здесь история довольно проста. Они повесили сюда Univision OVX 8000. У него характеристики довольно неплохие, именно у основного модуля. Апертура 1.6, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного сенсора 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту. Для режима HDR максимум доступно 4К 30 FPS, 4К 120 FPS отсутствует. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру в верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Я сравнивал данную модель с 3 смартфонами. Это Realme 6SE, Samsung S24 Plus и Xiaomi 14 Lite. Надеюсь. Вообще это Civi 4 Pro. Но в перспективе, наверное, Civi 4 все-таки будет 14 Lite. Civi 4 Pro просто нереально эпичный был. Сравнение я проводил в разных локациях и считаю, что оно получилось интересным. Но отмечу, что со светом в дневное время суток на открытом пространстве, а также в помещениях с искусственным светом, как по мне, F6 Pro показывает слегка худшие результаты по работе со светом. По детализации все довольно вплотную. Не буду тянуть, перейдем к сравнению и коротким примерам видеосъемки. Повторяюсь, исходники фото вы можете скачать в моей личной телеге. Так, смотрите, это Xiaomi 14 Lite и Poco F6 Pro. И в перспективе, разумеется, это Xiaomi 14 Lite, пока это Civi 4 Pro. И вот так в 4К 60 FPS вы сможете снимать. Режим HDR невозможно включить ни на Poco, ни на, собственно, великолепном Xiaomi. Но прикол в том, что здесь у Xiaomi у нас X6 максимум, но они обладают вот этот вот кружочек для изменения зума. А на Poco F6 Pro, к сожалению, его нет. Насчет того, где четче, где лучше и что вам приятнее для съемки, решать вам. Но, опять же, вот так с основных модулей вы сможете снимать. Примеров будет еще много с разными девайсами. Для этого же вы смотрите. Но в целом уже неплохо. Притом на Poco F6 Pro, к сожалению, фронталка может снимать максимум 1080p 60 FPS, а на вот этом вот великолепном Civi 4 Pro она может снимать 4К 30 FPS. Сейчас 0.6 на Civi, 0.8, X1 и X2. И не пишите, что вам не нужны эти примеры, вы же их смотрите, и вы за камеры платите. Но 4К на фронталке у Poco F6 Pro и нету. Хотя, видите, мыльная какая-то картинка на том же Xiaomi.
Вот сейчас у Poco F6 Pro режим HDR, у Xiaomi его нет. Вот так X06 будет выглядеть. Ну и, допустим, вы решите снимать еду 4К 60 FPS. Вот на чем вам больше нравится? На Civi 4 Pro или на Poco F6 Pro? Хотя мы помним, что Poco F6... Я специально сенсоры не называю, потому что ПО, как вы понимаете, концерн плюс-минус. Вы тоже понимаете, какой. Но допилит что-нибудь или нет? Опять же, лайты всегда снимают прям... Я с 11-го лайта кайфую от того, как Xiaomi снимает. Poco снимает вот сейчас по мне не хуже. Приятного всем аппетита, кстати. Так, вот здесь 1080p 30 fps против 4К 30 fps на ультраширике у Xiaomi 14 Lite, либо по-другому у Civi 4 Pro. Почему же так рано восход в 5.20? Ну ладно. Вот так сможете снимать. У Civi можно уходить тоже на основу. Тоже до X6 можно уходить. Вообще можно уйти даже до X10. Но вот так X6. И опять же разрешение разное. Здесь дальше 4К 60 FPS. Хочу отметить, фронталки я не мучаю в больших количествах, потому что у Poco это не сильная часть его и не сильная сторона. Видите, заговариваться начал. Но в целом примеров, я думаю, вам более чем хватает уже. 4К 60 FPS, Xiaomi 14 Lite, либо по-другому Civi 4 Pro против Poco F6 Pro. 4К 60 FPS, фудблогинг. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Вот так может снимать Xiaomi Civi 4 Pro, либо по-другому Xiaomi 14 Lite против Poco F6 Pro. Вообще в миллиард раз Xiaomi 14 Lite вообще всегда хорошо снимают. Мне очень нравится. Даже цвета, ну цвета почему-то больше выкручены на Civi 4 Pro. Хотя реальнее они на Poco F6 Pro. Вот смотрите, как интересно, да? Расхваливаю, а он не хвалится. А кислотный, да, и кислотный цвет лучше получается у Poco. Нормально откалибровали. И 4К 30 FPS у Civi против 1080p 60 FPS у Poco F6 Pro. Ну, получается Xiaomi 14 Lite против Poco F6 Pro в 4К 60 FPS ночью. Буквально 15 секунд на основной модуль. Вот так вы сможете снимать виды. Ультраширик у Poco F6 Pro 1080p 30 FPS, у Xiaomi 14 Lite в перспективе Civi 4 Pro 4К 30 FPS ночь. И вот так сможете снимать ночью на них. Фронталка Xiaomi 14 Lite и... О, да ладно, Poco F6 Pro имеет роллинг шаттер, что ли? Что с моим лицом? Что с вашим лицом теперь, да? Хотя, вроде бы у Xiaomi тоже, или нет? Ну, вот так. Такая вот беда. Xiaomi может еще так делать. 4К 60 FPS, сколько может быть сравнений, столько, сколько нужно. Это уже Realme 6 SE. Насколько хорошо он справляется. И насколько это лучше, чем, опять же, Poco F6 Pro. Вы сейчас видите, вот я вижу, допустим, дергание в камере 6 SE. Вы, возможно, этого не видите. Да, именно это 6 SE. Камера у него дергается. Вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. И вот это дергание, с одной стороны, оно не имеет значения, а с другой стороны, все это будет у вас в видео, и особо радости доставлять вряд ли вам будет, особенно при пересмотре своих роликов. Так что Poco X6 Pro относительно него, допустим, по мне уже снимает получше.
Хотя, как говорится, все относительно, правильно? Потому что вот сейчас, допустим, Realme 6SE и Poco F6 Pro 1080p против 4К 30 FPS, но 4К 30 FPS мне у Realme не нравится, хотя у Xiaomi, у Poco тоже шумы. Так, здесь 4К 60 FPS 6SE Realme против, разумеется, Poco X6 Pro. Еще отметить в фуле. И вот так вы сможете снимать благополучно в 4К 60 FPS на эти два смартфона. Запоминаем. Теперь 4К 30 FPS без режима HDR. Тоже ночь. Но эти локации вы увидите еще на нескольких смартфонах. В сравнении с Poco 5 утра уже расцвет. Надо идти спать. Два ультраширика 1080p 30 FPS. Понятно, что можно на Poco в 1080p 60 FPS снимать. Но так будет для ночной съемки нечестно. У Realme какая-то дымка. 4К 60 FPS, Realme 6SE против Poco F6 Pro. Устали уже от сравнений? Потом спасибо мне скажете. Зато будете понимать, что лучше, что хуже. Ну или не скажете спасибо. Кто смотрит сравнения, пишите. Есть ли мне вообще смысл их столько запихивать или нет. Но не пишите, пожалуйста, по поводу того, что необходимо отдельно у каждого видео, как мне написали, делай в горизонталке, потом следующее. Ну что, вы будете паузу ставить или два экрана ставить? Вот сейчас видно, как контраст выкручивает благополучным образом. Poco просто вообще нереально выкручивает контраст. Если брать зум, давайте сделаю зум. X10 вообще не похоже на рекламные зумы, да? Когда там... Вот, посмотрите людей. Ну и что здесь смотреть? Пятна? Пятна вместо людей. Вот пятна идут. Отличный зум. Ну что, лобовой 4К 60 FPS получается Poco F6 Pro против Realme 6SE. Фудблогинг. Я там убивался, что у Poco контраст выкручен. Нет, это был у Realme контраст выкручен. Теперь фронталка Realme 6S, Realme GT 6SE и фронталка Poco F6 Pro. Вот такие они. Но это дело мы точно победим. Это Realme GT Neo 6SE, который по стоимости, наверное, процентов 50 от Poco F6 Pro. И вот так. Шумов, конечно, эгегей. 4К 60 FPS на два модуля. Но не скажу, что прям Realme печален. Сравните, посмотрите, кстати, его обзор. Он довольно специфичный смарт. Если допилят у него стабилизатор, будет все намного волшебнее. И вот они, два достойных друг друга ультраширика 1080p 30 FPS. Не Poco в этом смысле даже получше будет. Даже получше будет Realme. Вот что такое плохой ультраширик. Притом не самый плохой, но почти. И фронталка 4К 30 FPS у Realme 6SE и 1080p 60 FPS у Poco F6 Pro 08 X1. Будет много-много сравнений. Мне кажется, что это вообще интересно. И понятно, что это не S24, допустим, с одной стороны. С другой стороны, вы должны прекрасно помнить, что Samsung имеют свои алгоритмы и снимают они плюс-минус, разумеется, одинаково, особенно в премиум-сегменте. А это все-таки премиум. И многие напишут, что у них ушли всякие друзья, которые занимались, в принципе, фото и видео, и оптимизация у них уже, и фотки плохие, и все остальное плохое. Я с вами не соглашусь. Корейцы снимают на очень хорошем уровне. Местами этот уровень выше, чем у всех остальных. Но вот если посмотреть, как работа со светом, я говорю, вот большие помещения, съемка в движении. Не буду заключения делать какие-то. Почему? Потому что, возможно, это заключение повлияет на ваше мнение. А мнение у вас может быть абсолютно другим. И
Еще раз ставим лайк обзору, пишем в комментах, что много телефонов. В сравнении это всегда хорошо. По поводу фото сравнений меня это вообще прям сильно убивает, потому что, друзья, ну если вы правда интересуетесь фотографией, скачайте вы исходники мои, чужие, потому что мое мнение, где у меня замылено, вам будет казаться, что это хорошее размытие, где у меня, не знаю, шумы, вам покажется, что шумов нету, где у меня, не знаю, кроп, как любят продавать, кроп важен, кроп не важен, кроп важен, кроп не важен, блогеры. Сами кропайте, если вам надо, у всех свои задачи. Но вот сейчас, если посмотреть, то контраст выкручивает Sam's больше, но Poco справляется хуже. Смотрите, находим сразу разные недостатки. Ну и фронталка 4К 60 FPS 1080p, 60 FPS. Разница очень даже приличная. С одной стороны. С другой стороны, если вы не используете, вообще мало кто покупает Poco, использует фронталку плотно. Правда? Ну что ж, теперь Samsung S24 Plus против Poco X6 Pro. Ночь. Ну, Samsung прям вытягивает 4К 60 FPS. Видите, как небо. Хотя оно потемнее будет. Ну и там шумы вдалеке. Вообще работа со светом еще под вопросом, у кого лучше. По мне лучше у Poco. Хотя, может, я не прав. X10 максимум у Samsung, X6 у Poco. По мне Poco тут, хотя и не вытягивает все, но значительно лучше картинка в X6. Но здесь смотрите, ультраширик у Poco может снимать только 1080p 30 fps, поэтому в нем мы и сравниваем. И да, долго особо сравнивать нечего, потому что здесь в одну калитку Samsung, конечно, ушатывает ультраширик у Poco. S24 Plus против Poco F6 Pro фудблогинг. Ну и последний конкурент это S24 Plus против Poco F6 Pro. Понятно, что по идее Sam's должен быть лучше. И вот то, что я вижу по цветам, он однозначно выигрывает. То есть цвета правильные сейчас на Samsung на 100%. Вот теперь вы можете знать, какие цвета должны были быть. Но мне не интересны эти цвета, мне интересны вот цвета у этих цветочков. Ну, Sam's рулит. Да. Фронталкой рулит. Да. Больше всего мне нравится снимать примеры фронталки Samsung против Poco, потому что все плохо. Все плохо. Когда не 4К 60 FPS, это не Samsung. Фронталка у Samsung хороша. 4К 60 FPS, S24 Plus и Poco F6 Pro ночь. Не буду в 30 FPS сейчас сравнивать, и так достаточно сравнений, и так понятно, кто здесь кто. Шумов, конечно, и на том, и на другом смартфоне. Но Samsung в этом смысле вообще какая-то беда. Посмотрите на небо, как северное сияние. Два ультраширика 1080p и у Samsung S24 Ultra 4К 60 FPS. Разумеется, он может делать вот так. К сожалению, между модулями не может. Фронталки еще один момент, когда не стоит сравнивать, да? Samsung против Poco F6 Pro. Ну что, начнем сравнение. Смотрите, здесь Xiaomi 14 Lite у нас, это благополучным как раз 09C артикул запоминаем. Здесь у нас Xiaomi, хотя это Poco F6 Pro, видите, как определяет он. И Realme GT Neo 6 SE. А без Samsung не фотографировала я здесь. И если брать съемка против солнца, закат и сравнивать их в лоб, то ушатайка здесь простая. Как вы видите, по деталям полностью выигрывает Civi 4 Pro
или 14 Lite. По динамическому диапазону тоже он полностью всех уделывает. Ну а Realme что-то там нарисовало вообще. Если брать Poco F6 Pro, это что-то посерединке. Теперь у нас 4 портрета. Портреты у нас специфические. Чем они специфические? Тем, что, как вы видите, Realme 6 SE вообще никакой по фронталке, и вы можете посмотреть обзор, посмотреть исходники, так оно и есть. Если говорить про Samsung S24 Plus, то здесь не особо удачная фотография, но вот так примерно он и будет снимать. Интереснее всего снял 09C, это 14 Lite в перспективе Xiaomi, который Civi 4 Pro. И Poco F6 Pro, на удивление, по фото оказался довольно неплохим. Если брать детали, то здесь, скорее всего, неудачная фотография у Samsung, но я не делал их 50, а сделал, получается, по одной. Однозначный лидер — это 4 Pro, потом бы я на второе место поставил легко Poco F6 Pro, потом S24 Plus, пусть даже удачно-неудачно, но это факт, и потом уже после этого Realme 6 SE. По идее, здесь тоже довольно все интересно. Почему? Потому что обратите внимание, что фотография сама по себе простая. Здесь у нас 14 Lite или Civi 4 Pro, здесь у нас Poco F6 Pro, и здесь у нас на контрасте, как вы думаете, правильно, Realme Neo 6 SE. То есть здесь цвета выкручены капитально, здесь немного бледнее и идеальная фотография на Xiaomi Civi 4 Pro. Но вот между... Получается Poco F6 Pro по фотографии. По цветам это точно. Я очередной раз в моменте. Я напоминаю, что если вас интересует фотография, утрудите себя, скачайте исходники. Никому не верьте. У меня, может быть, мне не важно на замыленные края. Я их уже давным-давно не видел. Я шумы вижу одни, а вы будете видеть другие. Мне не важны детали какие-то, а вам они будут важны. Мне интересует чаще всего и больше всего это правильная передача цветов. 6 SE у нас на основной модуль, Xiaomi, получается Poco F6 Pro, S24 Plus и вот это 14 Lite и 6 SE. Если объективно посмотреть, вот допустим посмотрим мы на пляж, может быть какая-то удачная фотография, какая-то нет, но средневзвешенная мы получаем картину, правильно, у всего, то здесь я бы сказал, что лучше всех получился он у F6 Pro. То есть 14 Lite поплыл, какая-то неудачная фотография. Хотя, с другой стороны, если брать, допустим, вот это, видно, что здесь что-то не удалось, как-то стабилизатор отработал плохо. Брать зелень, если здесь. У Samsung, кстати, не отнесу я его к суперкамерафонам. Наверное, зря я его взял. Плюс-минус все одинаково. Брать темные участки где-то, наверное, надо вот здесь, у этого натюрморта вместо здания вот здесь. И плюс-минус у Samsung лучше... всех, конечно, получилось. И нет, у 14 Lite. Хотя видно, что у всего плохо. То есть помним, ночью фотографии плохие у всех. 4К 60 FPS. И пока со съемкой я бы не сказал, что все волшебно. Ультраширик супер скромный. Ждем супер выгодных ценников, потому что он здесь как на бюджетке. Ну что же, 4К 60 FPS, основной модуль. Poco F6 Pro, и если ничего не сравнивать ни с кем, то примерно вот так вы сможете снимать на эти смартфоны. Смартфон. Из того, что я сравнивал, настоящее, скажем, прямым текстом, вот сейчас цвета чуть-чуть, не знаю, чуть-чуть не попадает. По мне, динамический диапазон здесь лучше, чем я ожидал. И баланс белого лучше. И вообще он молодец. Это учитывая, что он еще сырой. То есть, по-любому будут допиливать. В целом, вот так примерно, с короткими примерами, сможете жить с этим смартом. Про ультраширик я не устаю напоминать, что это номинальная штука, тем более 1080p 30 fps. В общем, могло бы быть намного лучше. Намного. Но это, как говорится, могло бы. А теперь 1080p 60 fps. Съемка с одной руки. И вот так вы сможете себя снимать, если не сравнивать ни с кем. И... просто рассказывать что-то. Вот фронталку они забили на фронталку. Рано или поздно они про нее вспомнят. Я не знаю, в чем техническая сложность или это программное обеспечение какое-то.
со сложностью какой-то. Кстати, долго говорил, что не видел Honor здесь. Сейчас вижу у туристов из Китая Honor GT50 или как-то так. Вот. Первый раз за 2 года вижу Honor у китайцев. До этого все время видел яблоки. Но никому не рассказывайте. Иначе найдут эти тонны закопанных Huawei в пещерах. Как сыр американцы туда закатывают. А также, мне кажется, китайцы свои Huawei. Хотя, вполне возможно, вы видите вокруг очень много флагманов. Или кто в Китае летает туда, видит много флагманов от Huawei. Значит, мы видим разное. Я очень часто вижу разное относительно того, что рассказывают другие люди. Вот так. А вот теперь 1080p 60 FPS в лифте Poco F6 Pro. И да, он может снимать в 4К 60 FPS, сейчас увидите. И вот сейчас 4К 60 FPS. Видите разницу? Она есть. Если не видите, значит дело в экране. Вот. А YouTube сжимает, но все равно разница видна очень сильно. Должна быть. Возможно, вы ее не видите. Надеюсь, все поели креветки с яйцами. Вот так вы сможете снимать в 4К 60 FPS. И, разумеется, с пармезанчиком. Ну что, классически тестируем автофокус на ультраширике, которого, по сути, нету. Да. Ну-ка, в двойном кино здесь у Xiaomi можно двигать. Хотя баланс белого как-то прыгнул. Ну что, розовый фламинго, вот там вот закат. Ультраширик можно переходить, получается, решение. Ну, ультраширик, как вы понимаете, только в 1080p 30 FPS. Очень печальный, что неудивительно. Цветочки вида. Автофокус с закатом в войне. Опа! А как же ты так долго думал? Обучаешься? Будем считать, что камера с ИИ. Либо слишком близкое расстояние. Нет. Просто раз на раз. Иногда думает. Это HDR 4К 30 FPS. Ощущаете? Ну там прям супер ярко. Сейчас X6. Это фронталка без HDR 1080p 60 FPS. Сейчас я не вижу роллинг шаттера. Или есть он? Может, минимально, надо на компе смотреть. И 1080p 30 FPS с HDR. Такие фризы. Ну, позади прям очень ярко. То есть смотреть на заходящее солнце нет возможности, чтобы не повредить сетчатку. 4К 30 FPS. Не зря вы примеры смотрите. И это HDR. Почему? Потому что я, наверное, расскажу во время ролика, но я старался его использовать аккуратно. Единственное, во время тестов снимал чехол, но спинка поцарапалась. Это раз, а два, я только поймал себя на мысли, что, ну, во-первых, дизайн дорого-богато, вот эта вот штуковина с золотистым обрамлением, это прям вкусовщина и в каком-то смысле, согласитесь, цыганщина. Это раз. А два, может быть, шайбы и достали, но вот такого рода квадраты, к сожалению, включают ассоциации с дешевыми смартфонами из разряда там, ну не дешевыми, а эконом-класса, не будем их обижать, бюджетники, там M6 Pro, еще что-то. Шаг вперед, два назад. Кому дизайн нравится? Минус старая версия Type-C разъема, нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет беспроводной зарядки, он довольно прилично греется, хотя, опять же, все относительно, и нет защиты от влаги заявленной, это вообще какая-то печаль. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, напоминаю, что промокоды, купоны и все остальное, разумеется, в моем телеграм-канале скидок можете взять, на старте продаж у них будут, как всегда, скидки, как поплывет цена дальше, никто не знает, но мы всегда знаем, что Poco рано или поздно будет делать цену выгоднее. Подписывайтесь на канал с колоколом. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, обязательно посмотрите на Turbo 3. Это Poco F6 обзор на канале. Если собираетесь F6 брать, я его тоже куплю. А по поводу этого смартфона, структура. Исходники по фото, чтобы понять, что он может фотографии и видео, стало лучше, сразу скажу.
можете скачать в моей личной телеге, они уже скинуты по ссылке в описании. По поводу сравнений видео, вы сами все видели, и камерафоном Poco не стал и вряд ли когда-то станет. Если говорить про игровые возможности, можете посмотреть сейчас, будет как раз через часа два, или если вы смотрите обзор уже на следующий день, или через месяц, или через год, на канале Польза стрима прожарка. Это я что делаю там? В прошлый раз, вчера я гонял Xiaomi 14 Lite 4 часа. Несколько стресс-тестов, игры и все остальное. В режиме онлайн увидите, как он держит FPS, как он греется. Грелся он у меня до 40 градусов, тыльная часть даже в чехле. У меня тыльная часть поцарапалась, крышка, хотя я его снимал, этот чехол, не очень часто. Мне не понравился вот этот вот цыганский, по мне, золотистый цвет у блока камер. Ну и в принципе дизайн мне лично не импонирует. С одной стороны. С другой стороны, как говорится, все зависит от цены. Какие у него проблемы? Реальная проблема, что у него нет защиты от влаги официально заявленной. Может, они уже заявили, кстати. Может быть, я ошибаюсь. Но я его топил, он у меня выжил, в отличие от каких-то брендов третьего эшелона. Даже без заявленной защиты от влаги собрано все хорошо и проблем пока нет. Ну и не будет, я уверен прям. Если говорить про тач, он супер классный, экран супер классный, автономность очень хорошая, потому что те же 20% он у меня в PUBG New State поедает, это ни о чем. Да, греется он до 40, но ничего с ним не происходит. И тротлить он не начинает люто, во всяком случае, во время игры. Гену он спокойно 30 минут отработал, хотя его график, если честно, для меня лично не отражал реальную действительность, и подлагивания были, но в высоких настройках и на 60 FPS. Это реально как игровой смартфон, как смартфон-читалка, просто классный. Если говорить про шим, можно сказать, он там где-то 30% через новый прибор. По радуксу все отлично. Ну да, с одной стороны. С другой стороны, а у каких из моих смартфонов, которые я тестировал, было лучше? Спойлер, ни у каких. Там может быть где-то плюс-минус одинаково. То есть экран реально хороший. Металлическая рамка, круто. А где беспроводная зарядка? То есть тоже такое себе. Про рекламу. У кого-то у 13T и подобных смартфонов начала выползать в прошивке реклама. Я здесь ее не видел пока. Но мы допускаем, что это возможно. HyperOS шустренькая, быстренькая, все работает без каких-то нареканий личного от меня. Не хватает защиты от влаги, eSIM, не хватает какой-то суперской съемки, не хватает беспроводной зарядки. Вот чего мне не хватает в этом устройстве. То, что это будет очередной топ за свои деньги, это в воду не гляди, хотя, опять же, процессор уже не современный. То есть в этом деле в F6 они запихивают, пусть и послабее проц. Но современный, здесь у нас уже что-то, на чем есть супер-мега топы. Допустим, тот же iQOO Neo 9. Помните, полгода назад, который вышел, но в нем не было бендов. Та же самая история с линейкой K, допустим, от Redmi. Там же нет ни русского языка, понятно, можно перепрошить, но бенды у вас не появятся. Связь ловил хорошо, по датчику приближений не было претензий. По разблокировке такая же история, то есть хорошо сканер отпечатков работает, но нужно привыкать, и тогда ты будешь постоянно 10 из 10 раз попадать. Я, наверное, в каком-то смысле уже перегорел с этим устройством, потому что я в него прям погрузился. У вас, мне кажется, эмоций будет побольше однозначно. Это первое. А второе, в каком-то смысле вот это прям будет золотым стандартом, как когда-то был Poco F3. Я вот это дело очень сильно ругал, но в итоге это единственный Android, который со мной столько лет. И который работает, и я его использую. Так что подписывайтесь на канал с колоколом, смотрите все обзоры на эту железку, потому что у каждого свой взгляд, у меня может быть слишком критичный, либо наоборот слишком лояльный. Читайте отзывы, читайте комментарии и делайте выводы. 35 тысяч и можно бежать покупать. Хотя я уверен, что ниже 40 они ее не поставят на старте продаж. Но будем, как говорится, смотреть. Poco X6 Pro тоже же стали продавать по 21 тысячи. Poco F6 в глобалке я куплю. Напоминаю, что вот это вот китайский Poco F6 Turbo 3. У меня уже был обзор на канале несколько. Если интересно Poco F6, смотрите. Если интересно сравнение этих двух смартфонов, пишем в комментариях, я его сделаю, потому что девайсы очень близки. Девайсу от меня однозначно да. Но чуть-чуть позже. Добра и удачи вам, дорогие друзья!